Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня я представлю вам свой топ-10 смарт-часов 2022 года. Как вы уже знаете, Али планирует, как всегда, огромную распродажу на 11.11, в этот раз с 1 по 13 числа, так называемый День холостяка. И многие из вас задумывались о покупке смарт-часов. На моем канале данных устройств довольно много, я решил облегчить вам жизнь, собрав в один ролик лучших представителей, по моему мнению, этих девайсов по состоянию на конец октября 2022 года. На каждое устройство из этого топа есть, разумеется, отдельный полноценный обзор на моем канале с описанием всех функций, с примерами настроек меню из управления приложений и где-то даже с тест-драйвом на прочность. Я настоятельно рекомендую вам перед началом просмотра задать себе вопрос, какие функции вы ожидаете получить от смарт-часов, и уже после этого начинать просмотр. У обладателей любого места данного топа есть свои недостатки, я лишь хочу помочь вам принять правильное решение. Но если у вас не будет понимания того, что вы хотите получить от покупаемого устройства, сделать выбор вам будет крайне трудно. Вам никто не поможет, если вы сами не поймете. Поставьте это видео на паузу, возьмите листок бумаги и ручку, разделите лист пополам и в первой половине листа напишите те минимальные опции, которые обязательно должны быть в ваших смарт-часах. А в столбце напротив отметьте параметры, к наличию которых вы безразличны. Это с одной стороны. С другой стороны, если вы уже взрослый дядька, как я, либо человек, у которого было много железок, понятно, что нам главное, чтобы эта железка либо была красивая, либо можно было, если вы бегаете, подключить нагрудный датчик, либо она подходила под лук. Очень многих людей по несколько смартов, по несколько часов и по несколько браслетов. Для них этот топ тоже будет полезен. И напоминаю, что самое, наверное, полезное, что есть на канале, это телеграм-канал взаимопомощи. Нас там больше 13 тысяч человек. Если вы там напишите техническое задание, вам помогут подобрать устройство. Главное, максимально объяснить то, что вам от этого устройства нужно, включая бюджет. Пользоваться обязательно поиском. Плюс есть телеграм-канал скидок, где уже просто море с 29 числа у меня постов по поводу того, как все будет с 1 числа весело, если ничего не случится. Я имею в виду с курсом. Ну и не только. Всем, кто оставит любой комментарий под данным топом, огромное спасибо. Напоминаю, что на канале уже было два топа. Это топ-10 часов под распродажу и топ-10 наушников дороже $100. И, кстати, третий топ еще был до $50, тоже недавно, около полутора недель назад. Есть из чего выбрать. Но, повторяюсь, самые жирные предложения все равно в Телеграме, потому что все это должно быть оперативно. Цены меняются каждый день меняются продавцы, поэтому следим, кому что-то надо и кто что-то выбрал. Тоже пользуемся поиском. Итак, после того, как вы определились с нужными вам характеристиками, вы можете продолжить воспроизведение этого ролика. И я начинаю свой топ-10. Кстати, напоминаю, на канале разыгрывается 11 ноября iPhone 14 и 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. На 10 месте моего топа расположились Amazfit GTS 4 Mini. К плюсам данных часов я отнесу понятное управление, отличный набор функций, компактные размеры, интересный дизайн, качественные материалы, автоматическое измерение уровня кислорода в крови, пульса, мониторинг сна и отслеживание дыхания во время сна, GPS-навигация, защита от влаги, 4 расцветки на выбор, что хорошо, корпус из алюминиевого сплава и пластика, защитное стекло имеет олеофобное покрытие, быстросъемный силиконовый ремешок шириной 20 мм приятен телу, весит часы с ремешком 31 грамм, датчики мониторинга здоровья представлены оптическими датчиками PPG 3.0. Для измерения уровня кислорода в крови геомагнитным датчиком, датчиком внешнего освещения и 5 спутниковыми системами позиционирования, которые они поддерживают. На часах есть одна физическая кнопка, нажатие приятное. Кнопка, кстати, настраиваемая, что тоже плюс. Дисплей у часов выполнен по технологии AMOLED, имеет размер 1,67 дюйма и разрешение 336 на 384 пикселя. Плотность пикселей 309 ppi достаточно. Автояркость работает корректно, яркости в солнечный день достаточно. Интерфейс часов на русском языке, что тоже плюс. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд, Always On дисплей на борту, и он полноценный. Полноценный обзор с указанием, еще раз повторяюсь, всех характеристик, описания пунктов меню и примером работы, в том числе на солнце, вы можете посмотреть по ссылке в описании, как и на все девайсы, иначе мой обзор бы затянулся на несколько часов. В этом топе я буду перечислять лишь необходимые, важные, на мой взгляд, функции, ну и недостатки, само собой, тоже назову. Вы же хотите услышать мое объективное мнение, не так ли, основанное на моем опыте? Ну или субъективное, смотря как смотреть. К интересным фишкам данных смарт-часов я отнесу индекс физической активности Pi. Если кому-то интересно, по исследованиям норвежских ученых, люди, у которых данный индекс равен 100 и выше единиц, в среднем живут на 4,7 года больше, почти на 5 лет, чем люди с нулевым коэффициентом. Также не советую пренебрегать данными цифрами. Часы могут измерять ЧСС, пульс, уровень кислорода в крови, также уровень стресса, могут мониторить ваш сон и управлять музыкальным плеером на смартфоне.
Есть отслеживание критических дней, также можно искать телефон часов, если он находится в зоне действия Bluetooth. Из фишек доступна удаленная съемка смартфоном, так называемая Bluetooth-кнопка, но, к сожалению, видеть вы ничего на экране не будете, как в некоторых смарт-часах. Bluetooth версии 5.2, напоминаю, что уже существует 5.3. В часах доступно 126 режимов тренировок, есть отслеживание плавания, водозащита до 5 атмосфер намекает на поддержку таких режимов, как плавание. GPS-модель поддерживает вполне шустро, местоположение определяет до 10 секунд, если их откалибровать. Можно во время тренировки управлять музыкальным плеером с телефона, есть напоминание о разминке, можно отвечать на звонок, заготовленный ранее смс, вибромоторчик хороший, уведомления смайлики отображаются, а также показываются иконки приложений. Уведомления можно удалять. Измерение пульса работает как в автоматическом режиме с периодичностью до 1 минуты, так и в ручном. Измерение кислорода производится в состоянии длительного покоя, уровень стресса считается перманентно с периодичностью в 5 минут, пульсу воздуха они не измеряют, погрешность измерения небольшая. Сон мониторят корректно, включая фазы сна. Дневной сон считают, что хорошо. Аккумулятор имеет емкость 270 мАч, полностью заряжается за 2 часа 10 минут. Часы при интенсивном использовании прожили у меня 5 суток, что является неплохим таким результатом, хотя еще раз повторяю, что я смотрю других обзорщиков, как и вы периодически, и у них почему-то всегда результаты по автономности лучше. Почему? Делайте вывод сами, если у вас такие же устройства, вы можете и сами сравнить. За 30-минутную тренировку с включенным GPS уходит до 6% заряда. Для управления часами необходимо приложение ZEP, что стандартно. В приложении виден заряд часов в процентах, есть магазин с циферблатами, также можно поставить свою фотографию на заставку, можно обновить прошивку. Минусы, разумеется, это отсутствует динамик, так что разговаривать по часам вы не сможете. Микрофон есть, но он работает лишь с бесполезной Алексой. Для многих она полезна, кто-то по-английски с ней общается, но я говорю за основную массу. Скроллинг по меню часов слегка подлагивает, нельзя загружать музыку в часы. В фоновом режиме работает только секундомеры, это фейл. Нет возможности подключить Bluetooth устройства, такие как Bluetooth наушники или нагрудный датчик CSS. Нет Wi-Fi модуля, нет возможности загружать в часы маршруты тренировок. Звонить с часов нельзя, можно лишь отклонять вызов. Нет быстрых заготовок на уведомления, нет NFC, нет возможности вставить сим-карту либо eSIM. Резюмирую, часы меня откровенно порадовали своей компактностью, аккуратным исполнением, неплохой автономностью и приятным ценником. Напоминаю, что ценники и ссылки на обзоры все, разумеется, будут в описании. Хотя, по большому счету, все часы, что я сегодня вспоминаю, можно посмотреть в любом магазине ритейла на территории России. Пришел, посмотрел, пощупал, а дальше ищешь, где дешевле, правильно? И еще раз напоминаю, что все функции, допустим, нет в часах NFC. Он и не появится, с одной стороны. С другой стороны, ответ с заготовками на звонок, допустим, может появиться с прошивками. Поэтому держим в уме, что я сегодня вам рассказал. Завтра такие вещи, как прошивка, могут поменять что-то в часах. Иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. На 9 месте моего топа Huawei Watch Fit 2. И их можно считать и браслетом, по большому счету, хотя название Watch. Но это лирика. Потом объясню почему и не в этом обзоре. Обзор на них тоже, разумеется, был. Плюсами данных смарт-часов являются большой экран, приятный дизайн, качественные материалы, длительное время автономной работы, возможность отвечать на вызовы заготовками, а также разговаривать через сами часы. Разумеется, через Bluetooth, через телефон. Встроенный GPS-навигация, куча помощников с тренировками, перманентное измерение кислорода в крови, пульса и уровня стресса, а также мониторинг сна. Два вида на выбор. Это версия Active и версия Classic. Выглядят часы хорошо. Ремешок быстросъемный, а версия Active выполнена из силикона. Версия Classic кожаный. Корпус из полимерных материалов. Все сделано аккуратно. Часы весят 40 граммов. Из датчиков на борту 9-осевой датчик IMU, в который входит акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик и оптический пульсометр. Пульса воздуха не считают, это хорошо. Есть возможность перманентного измерения пульса, кислорода в крови, это радует. Мониторинг сна и стресса также работают без нареканий. Все фазы сна отслеживают. Прямоугольный AMOLED-дисплей размером 1,74 дюйма имеет разрешение 336 на 480 точек, плотность пикселей 336 ppi. Скроллинг плавный, яркости хватает, автояркость работает без нареканий. Интерфейс на русском языке, тут все как обычно. Время до отключения экрана максимум 20 секунд, полноценный АОТ, активация экрана поднятием запястья срабатывает хорошо, парольные часы поставить можно. Свайпы стандартные, в полноценном обзоре все есть, смотрите по ссылке в описании. Музыкальные треки на смартфоне переключать можно, как и регулировать громкость. Есть возможность воспроизводить музыку, загруженную в часы через приложение, и это отлично. Секундомер в фоне работает. Bluetooth версии 5.2, не последний, но тоже неплохой. Операционная система Harmony OS версии 2.1. В часах вшито 97 режимов тренировок, более чем достаточно этого. Есть отслеживание плавания, определение активности. GPS-модуль есть, местоположение часы определяют быстро, за 5-8 секунд. Во время тренировки можно пользоваться плеером, включать разминку, пользоваться навигацией. Также можно вернуться обратно,
по маршруту или по прямой. Планы тренировок загружать через приложение можно, это очень даже радует спортсменов. При входящем звонке есть возможность сбросить вызов, ответить на звонок и включить беззвучный режим. Быстрые ответы с возможностью настройки их под себя есть, и это тоже отлично. Можно разговаривать через часы, вибро хорошее, уведомления приходят моментально, иконки приложения отображаются, емкость аккумулятора производитель не указал, но полный цикл зарядки составляет у меня по тестам 1 час. В активном режиме использования часы прожили у меня не более 6 дней, что отлично. Есть поддержка быстрой зарядки, за 10 минут зарядки часы могут проработать 1 день. Есть водонепроницаемость 5 атмосфер, плавать в них можно. Для настройки часов понадобится приложение Huawei Health, вкладки в нем стандартные, перечислять все не буду. Есть возможность установить фотографию на циферблат, есть возможность обновления прошивки. Минусы: нельзя назначить на нажатие физической кнопки свое действие, во всяком случае пока. При включенном Always On дисплее экран не загорается при поднятии руки, опять же пока, может быть это дело допилят с прошивкой, напишите, если у вас они есть на руках. Нет возможности подключить нагрудный датчик, все фишки с маршрутами, похоже, работают только со смартфонами Huawei, как и некоторые другие функции. Смайлики отображаются не все, малое время для подсветки экрана, нет модуля NFC, по итогу получилось довольно интересные часы по дизайну и функционалу. Жаль, что они его конкретно ограничили для смартфонов с маркой Huawei. На 8-м месте моего топа красуется Honor Watch GS3. К плюсам данных часов я отнесу отличный дизайн, корпус из хороших материалов, великолепную сборку, мониторинг пульса и кислорода, мониторинг сна, уровня стресса, разумеется, есть GPS, NFC, отличная автономность и быстрая зарядка. Также с часов можно разговаривать, весит часы 71 грамм с ремешком, 44 грамма только часы весят, отдельно без ремешка. Ремешок стандартный, быстросъемный на 22 мм. 3 варианта расцветки на выбор, на мужской руке смотрится по мне отлично. Ремешок в 2 версиях выполнен из фтор-эластомера, и в 3-й версии он кошеный. Из датчиков на борту датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик измерения сердечного ритма, датчик внешней освещенности и датчик барометрического давления. Динамик в часах присутствует и звучит он хорошо. 2 функциональные кнопки на правой стороне часов позволяют осуществлять управление. Верхняя кнопка питания позволяет перейти в меню, нижняя в стоке отвечает за переход к тренировкам, но она настраиваемая, так что на нее можно повесить любое действие. Дисплей типа AMOLED размером 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 точек, круглый. Плотность пикселей 326 ppi. Регулировка яркости 5-ступенчатая, яркости на солнце хватает, автояркость работает хорошо. Спящий режим максимум 20 секунд. Always On дисплей имеет 10 вариантов заставок. На часы можно установить 6-значный пароль, и это прям отлично. Полное описание на все часы из этого топа, повторяюсь, посмотрите по ссылке в описании, потому что там очень-очень много функций, и вы бы очумели в топе это дело смотреть. Раз 10 бы и начинали, как обычный обзор. Можно загружать музыку непосредственно на часы, это большой плюс. Bluetooth наушники к часам также можно подключить. Мониторинг сна, стресса, SPO2 работает перманентно и приемлемо. Все, кто пишут, что перманентно говорить нельзя, хорошо. Постоянно, по-вашему. Сон считают хорошо. Секундомер с таймером есть, их можно использовать одновременно. Есть приложение Alipay для оплаты. Часы имеют 32 мегабайта оперативки и 4 гигабайта встроенной памяти. Bluetooth версии 5.0 не самый последний, но вопросов при подключении к смартфону лично у меня с ним не было. Быстрые заготовки для ответа на звонок есть, вибромоторчик хороший с 2 режимами работы. Часы поддерживают более 100 вариантов тренировок. Во время тренировок есть возможность пользоваться плеером, за что спасибо. 3 типа навигационных систем на борту. В режиме тренировки местоположение определяют примерно за 10 секунд. Емкость аккумулятора 451 мАч, полностью он заряжается за 1 час 33 минуты. После 5 минут зарядки часы проработали у меня 6 часов, при максимальном использовании за сутки ушло у меня порядка 20% заряда. Водонепроницаемость 5 атмосфер позволяет спокойно в них плавать, но после плавания в море их необходимо промыть в пресной воде, не забывайте. Приложение для управления часами называется Huawei Здоровье. Минусы: Always On дисплей неполноценный, часы иногда подтормаживают, NFC можно использовать только с устройствами с оболочкой Magic UI версии 3.1 и новее, не поддерживают смайлики в сообщениях, нельзя отвечать на сообщения, возможности подключить нагрудный пульсометр нет возможности отвечать на смс, нет eSIM. В целом часы хорошо, но недостатки, о которых я упомянул ранее, некоторых людей отвернут от покупки. Но для этого я и сделаю свои обзоры и топы, чтобы дать вам максимально полную и правдивую информацию, а выбор, как всегда, остается за вами. Часы могут обычно после моего обзора стать только лучше, редко кто хуже становится. На 7-м месте моего топа расположен Xiaomi Poco Watch. К плюсам данных часов я отнесу великолепный дизайн, отличные материалы, сочный дисплей, Always On дисплей, поддержка навигации с помощью GPS, много тренировок, перманентное измерение пульса, кислорода в крови, мониторинг сна и, разумеется, уровня стресса. Это первые смарт-часы от бренда Poco. Понятно, что это Xiaomi, но все равно. Быстросъемный ремешок, весят сами часы 19,3 грамма с
ремешком 30,5 граммов. Размеры довольно компактные, 3 варианта расцветки на выбор, это плюс карму. Корпус часов выполнен из матового пластика. Из датчиков на борту есть оптический датчик ППГ, акселерометр, гироскоп, электромагнитный компас. Пульс измеряют перманентно, а уровень кислорода в крови измеряют только во время сна с периодичностью 30 или 10 минут. Сон, как и фаза сна, часы мониторят хорошо. Единственная физическая кнопка на корпусе выполняет функцию перехода в меню или возврата на главный экран. AMOLED-дисплей имеет размер 1,6 дюйма и разрешение 320 на 260 пикселей, прямоугольной формы. Яркость имеет пятиступенчатую регулировку, а также функцию автояркости. Автоблокировка экрана максимум 20 секунд, часы можно заблокировать четырехзначным паролем, Always on Display по расписанию, есть поддержка менструации для женщин, плеер позволяет управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне, сюда загрузить нельзя ее. Есть два режима виброотклика, сильные по умолчанию, более 100 режимов тренировок доступно, некоторые тренировки можно добавлять часы из приложения. Во время тренировки можно управлять музыкой, 4 вида навигационных систем поддерживаются, местоположение определяют часы до 10 секунд, что неплохо. Bluetooth версии 5.0, звонки можно только сбрасывать или включать беззвучный режим, уведомления приходят, но смайлики не отображаются. Аккумулятор имеет емкость 225 мАч, полностью заряжается за 2 часа 6 минут, что не быстро. Максимум часы проработали со всеми включенными функциями до 4 дней у меня. Если выключить все функции перманентного отслеживания здоровья, то часы могли проработать и до 14 дней, как заявляет производитель. За 30-минутную тренировку часы поедают 5% заряда, водонепроницаемость 5 атмосфер, стандартно для смарт-часов из этого топа. Приложение Mi Fitness для настройки часов работало у меня на английском языке, мне это неудобство не доставляло, ну а как вам будет, решайте сами, хотя я думаю, что сейчас уже он, наверное, есть и на русском. Минусы: крепление ремешка нестандартное, жаль, кнопку нельзя запрограммировать на нужную вам функцию, дисплей имеет довольно заметные рамки, а также подбородок в верхней части экрана. Скроллинг по меню происходит с рывками. Музыку на часы загружать нельзя, Bluetooth-кнопка для управления камерой работает не со всеми смартфонами. В фоновом режиме работает только таймер, секундомер такой функции не имеет. Наушники подключить нельзя также, и нагрудный датчик измерения пульса тоже не подключить. Нет быстрых ответов из заготовок, нет подключения по Wi-Fi, нет модуля NFC. На выходе вы получаете аккуратные компактные смарт-часы, копии чего именно, это вы сами знаете, является, которые весят немного, имеют хороший обширный функционал и очень-очень выгодный ценник. На шестом месте моего топа красуется Xiaomi Amazfit T-Rex 2. Да-да-да, T-Rex первые я раздолбал, притом это был даже не я, а мой сын. Это было быстро, странно, и у меня после этого было негативное отношение. Но вторые T-Rex у меня еще живы. К плюсам данных часов я отнесу привлекательный и брутальный внешний вид, несмотря на то, что я их ого-го как долбил, посмотрите обзор, самое начало на них. Улыбнитесь и смотрите дальше топ. Хорошие материалы, отличную сборку, водонепроницаемость целых 10 атмосфер и защиту по военному стандарту MIL STD 810G. Также они могут круглосуточно мониторить пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса, мониторинг фазы сна, включая дневной сон, работают на одном заряде довольно долго и поддерживают большое количество тренировок с использованием GPS-навигации. Весит часы с ремешком 65 граммов, на выбор покупателю доступны 4 вида расцветки корпуса. Корпус изготовлен из полимерного сплава, ремешок силиконовый шириной 22 мм, стандартный. Из датчиков на борту есть датчик мониторинга пульса ППГ версии 3.0, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический альтиметр и датчик внешнего освещения. Кроме автоматического мониторинга состояния здоровья, можно вручную измерить все показания нажатием одной кнопки, что удобно. Мониторинг сна работает корректно. Есть поддержка мониторинга индекса физической активности PAI. На корпусе расположен динамик и целых 4 физические кнопки. В настройках часов действие кнопок можно назначать по своему усмотрению. За это жму руку Amazfit, молодцы. Круглый AMOLED-дисплей имеет размер 1,39 дюйма с разрешением 454 на 454 точки и плотность пикселей 326 ppi. Интерфейс на русском языке, проблем с переводом я не заметил. Скроллинг плавный, яркости дисплея хватает, автояркость есть. Время до отключения экрана максимум 30 секунд. Функция «Включенный экран» максимум до 20 минут. Есть полноценный АОТ, можно настроить возможность скорости отклика и время работы, за что отдельное спасибо. Полноценный обзор, еще раз повторяюсь, в описании. Компас работает без подвисаний, барометрический высотомер работает четко. Секундомер и таймер в фоновом режиме отрабатывают, поиск телефона, Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки со смартфона работают без нареканий, со всех смартов. Huawei, учитесь. Меню можно настроить под себя, операционная система в часах Zepp OS версия 1.0, Bluetooth версии 5.0, старенький, но работающий. Более 158 тренировок вшито в часы, включая плавание. Интеллектуальное распознавание может узнать 15 видов тренировок, интервальную тренировку можно включить через часы, а вот создать ее нужно через приложение. Для бега есть виртуальный темпометр, подсказывающий нужный темп бега. Плеером со смартфона во время тренировки управлять можно, спутниковое позиционирование имеет поддержку 5 видов навигационных
навигационных систем и двухдиапазонный GPS. Карты строятся неплохо, отклонение от маршрута минимальное. В приложении можно установить персонализированную вибрацию, за что скажу спасибо Amazfit. Вибра довольно сильная, с часов можно сбросить вызов, включить беззвучный режим или ответить заготовками. Увидеть уведомления можно, смайлики отображаются не все, иконки приложения отображаются. Ответить на сообщение можно, но только смайликами или быстрыми заготовками, что тоже неплохо. Емкость аккумулятора 500 мАч, полностью он заряжается за 2 часа 4 минуты, и учитывая емкость, это тоже прям нормально. Со всеми включенными функциями одной 30-минутной тренировкой в день их, по моим замерам, хватает не более чем на 8 суток. Если использовать часы менее интенсивно, то заявленные 10 дней они спокойно живут. Плавать в часах с водонепроницаемостью 10 атмосфер, разумеется, можно, как вы понимаете. Ничего сверхъестественного от формата защиты MIL STD 810G в данном случае ждать не приходится. Но я попробовал постучать их о камень, и кроме мелкой царапины с ними ничего не случилось. Это просто мне так повезло, вы так не делаете. Для настроек часов нужно установить приложение ZEP. Все разделы приложения можно посмотреть в отдельном обзоре на часы на моем канале. Минусы: на часы нельзя залить свою музыку для прослушивания, нельзя подключить Bluetooth наушники или нагрудный Bluetooth пульсометр. Нельзя отвечать с часов на входящий вызов, микрофона здесь нет. Не весь функционал, заявленный производителем, на момент выхода обзора поддерживался. Нет eSIM, по итогу вы получаете прочные водостойкие часы с множеством функций. Внешка у часов однозначно зачет, а программное обеспечение, надеюсь, все еще пилят. Это же Amazfit. Рано или поздно что-нибудь запилят. Но еще раз напоминаю, что какие бы часы не были защищенные, плавать в соленой воде либо ходить в баню в них опасно. Любые электронные устройства при резкой смене температуры могут прийти в негодность. Никому не верьте. Ну, может быть, только супер-мега защищенные, но точно не масс-маркет. На пятом месте моего топа Xiaomi Watch S1 Active. К плюсам данных часов я отнесу спортивный дизайн, материалы, большой экран, поддержку AODA, 117 спортивных режимов, GPS, NFC, круглосуточный мониторинг показателей здоровья, наличие динамика и микрофона для возможности разговаривать через часы. Весят часы с ремешком 53 грамма, ремешок быстросъемный на 22 мм со стандартным креплением. Корпус часов выполнен из полиамида и армированного стекловолокна. Из датчиков доступны датчик сердечных сокращений с датчиком уровня кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик атмосферного давления, датчик внешнего освещения. Пульс часы измеряют как в ручном, так и в автоматическом режиме. Уровень кислорода также можно измерять автоматически с выбором либо постоянного мониторинга, либо только ночью. Сон и стресс также можно мониторить постоянно. Фаза сна, включая дневной сон, часы записывают довольно точно. У часов есть две физические кнопки. Нижнюю можно назначить на нужную вам тренировку, а вот верхнюю кнопку переназначить пока нельзя. Может быть, уже можно. Напишите в комментах, если у вас получилось. И еще раз напоминаю, подписывайтесь на канал с колоколом, приходите на стримы, ставьте лайк за труды, и всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту, как вы понимаете. Топы делать, особенно после 10 еще обзоров, не всегда весело, но я думаю, вам интересно. Также на трехкратное нажатие по нижней кнопке можно активировать экстренный вызов по указанному владельцем номеру телефона, что очень удобно. Круглый AMOLED-дисплей размером в 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Анимации плавные, перемещаться по меню удобно, пятиступенчатая регулировка яркости на борту, и автояркость работает, и работает она корректно. Время до отключения экрана максимум 20 секунд, Always On Display есть и работает по расписанию. Активация экрана при поднятии работает стабильно и быстро, часы можно заблокировать шестизначным паролем. Меню большое, есть менструальные циклы для женщин, с часов можно управлять музыкальным плеером на смартфоне, в приложении есть возможность добавлять банковскую карту для оплаты, но лично у меня это сделать не получилось. Bluetooth-кнопка для удаленной съемки со смартфона работает без проблем, Bluetooth версии 5.2, можно подключать наушники. Есть возможность подключить часы по Wi-Fi на 2,4 ГГц, есть автоопределение тренировки, навигация на борту представлена GPS-модулем с поддержкой 6 навигационных систем. Во время пробежки можно в фоне пользоваться музыкальным плеером на смартфоне, можно отвечать с часов на входящие звонки, вибромотор неплохой, настраиваемый. Уведомления из приложения приходят моментально. Иконки приложения отображаются, в отличие от смайлов. Емкость аккумулятора 470 мАч, заряжается он полностью за 2 часа 30 минут, примерно. Со всеми активированными функциями часы живут менее 4 суток. Если оставить только самые необходимые функции, то в моем случае они прожили 7 суток. Водонепроницаемость разрешает вам спокойно в них плавать. Приложение для работы с часами называется Mi Fitness, оно полностью на русском языке. Из интересного в магазине циферблатов есть более 200 штук, также есть небольшой магазин приложений. Минусы: ремешок неудобный, как по мне, на часы нельзя загружать музыку, в фоновом режиме может работать только таймер, нет возможности подключить нагрудный пульсометр, свои карты на часы загружать нельзя, нет быстрых ответов на входящие звонки, нет возможности ответа в приложениях, хотя бы быстрой заготовкой, нет eSIM, также я не смог завести карту для оплаты по NFC. По итогу за свою стоимость это довольно неплохие часы, неплохо измеряющие показатели здоровья в автоматическом режиме. Четвертое место моего топа занимают Xiaomi Watch
Watch S1 Global. И, к слову, всем, кому я информацию, по вашему мнению, даю слишком медленно, можете, напоминаю, на YouTube есть кнопка X2 — ускорять просмотр. Для кого слишком быстро, есть 0,5 скорость. Поэтому решайте сами и смотрите. К плюсами глобальной версии данных часов S1 Global от Xiaomi я отнесу материалы корпуса, отличную сборку, водонепроницаемость 5 атмосфер, обширный функционал, огромное количество тренировок, измерения в автомате показателей здоровья и, разумеется, GPS-навигацию. Кожаный быстросъемный ремешок размером 22 мм в комплекте, также сменный силиконовый, и это очень хорошо. Смарт-часы весят 64 грамма, терпимо. Зарядка у часов магнитная и без пинов. Вообще это хорошо, просто топ. Премиум. Прямо с момента распаковки часы меня порадовали. Вот бы остальные производители брали пример с Xiaomi. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, а экран покрыт сапфировым стеклом. Из датчиков на борту датчик мониторинга сердечного ритма с датчиком SPO2, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик атмосферного давления и датчик окружающего освещения. Пульс и SPO2 можно измерять автоматически. Мониторинг сна и стресса также может измеряться перманентно. Все фазы сна, включая дневной сон, часы отображают корректно. Сбоку у часов есть две физические кнопки. На нижнюю кнопку можно повесить быстрый переход к выбранной вами тренировке, но произвольное действие на нее не назначить. Тремя нажатиями на нижнюю кнопку можно выставить экстренный набор выбранного вами контакта. Круглый AMOLED-дисплей имеет размер в 1,43 дюйма и разрешение 466 на 466 пикселей с плотностью пикселей 326 ppi. Анимации плавные, в меню часы не подвисают. Пятиступенчатое измерение яркости на борту, автояркость работает корректно. Время для отключения экрана максимум 20 секунд. Always on Display есть, работает по расписанию. Стиль AODA соответствует стилю циферблата. Есть функция всегда включенного экрана максимум до 5 минут, чего более чем достаточно, как по мне. На часы можно установить шестизначный пароль, что хорошо для безопасности устройства. Интерфейс стандартный, можно настроить виджеты под себя, можно управлять плеером смартфона с часов, есть женские календари и много других приложений. Все это вы можете посмотреть в полноценном обзоре, повторяюсь, так же как прочитать комменты с отзывами о данном устройстве тех, кто уже купил. Обычно люди любят под обзорами расписывать недостатки, правда, достоинства редко кто пишет, но все бывает. Теоретически можно добавить карту в приложение на часы, но по практике у меня это сделать не получилось. Напишите, если у вас получилось. Есть будильник, секундомер и таймер. В фоновом режиме может работать только таймер. Давление, компас, фонарик, поиск телефона и Bluetooth кнопка для управления фотокамерой телефона для удаленной съемки тоже никуда не делась, все на месте. Bluetooth версии 5.2 есть возможность подключить Bluetooth наушники, Wi-Fi модуль на 2,4 ГГц для подключения к сети есть, как и NFC модуль, который, к слову, почти бесполезен, вы же понимаете. Более 117 режимов для тренировок на борту, автоопределение тренировки на борту и режима плавания тоже. GPS модуль в наличии, поддерживает 5 систем позиционирования, местоположение определяется до 10 секунд. На входящий звонок можно ответить или сбросить его. Вибромоторчик неплохой, настраиваемые уведомления приходят моментально. Емкость аккумулятора 470 мАч, полностью часы заряжаются за 2 часа 25 минут. Не быстро. При интенсивном использовании часы не проживут более 4 дней. Водонепроницаемость у них 5 атмосфер, плавать стандартно спокойно можно. Приложение для настройки часов стандартное, Mi Fitness. Прошивку через приложение можно обновить, циферблатов, в том числе анимированных, просто очень много. Есть небольшой магазин с приложениями. Минусы: нельзя назначить произвольное действие на верхнюю кнопку, на часы нельзя загружать музыку, нельзя подключить нагрудный пульсометр, что плохо, нельзя загружать свои маршруты и тренировки в часах, во всяком случае у меня не получилось, по идее можно. Нет быстрых ответов на входящий вызов, надеюсь, они появились, пока не было на момент обзора. Нельзя отвечать на входящие уведомления, в том числе быстрыми ответами. Не отображаются смайлики, нет eSIM-ки, внешка у них отменная, функционал достойный, минусы есть, к сожалению, но у кого их нет. Покупателей у данных часов море, как вы понимаете, и люди бы не покупали, что им откровенно не нравится. Да большинство вещи подобные, аксессуары покупают за внешний вид. Ну ладно. На третье место сегодняшнего топа я поставил Xiaomi Watch S1 Pro. К плюсам данных часов я отнесу материалы, сапфировое стекло, стильный дизайн, отличную сборку, шикарный AMOLED-экран с минимальными рамками, автоматическое измерение пульса, кислорода в крови, уровня стресса и мониторинга сна, а также измерение температуры кожи. Динамика, микрофон для возможности разговаривать прямо с часов, встроенный диктофон, та-да, калькулятор, голосовой помощник, более сотни видов тренировок, шикарная водонепроницаемость, автономность и жаль, что зарядка для часов неразборная. Часы с ремешком весят целых 71 грамм. Немало. На выбор всего две расцветки часов, дизайн отличный, похож на обычный S1. Ремешок быстросъемный, приятный, магнитная область для зарядки часов без пинов, за что спасибо Xiaomi. Есть микрофон с шумоподавлением, динамик и датчик мониторинга здоровья. Из датчиков на борту датчик сердечного ритма и кислорода в крови SPO2, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик атмосферного давления, датчик окружающего освещения, датчик температуры. Пульс и уровень кислорода в крови могут мерить перманентно. Не забывайте, что для
измерения уровня кислорода рука должна находиться все-таки в покое. Фаза сна и дневной сон часы мониторят хорошо, про обычный сон и говорить нечего. Графики сна на часах отображаются, и это не у всех уже часов бывает. С боковой части часов расположена одна боковая кнопка и одна кнопка колесо. Прокрутка на колесе сопровождается тактильно приятной вибрацией, вот такой Digital Crown. Это круто. Понятно, кого скопировали. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, есть возможность повесить на кнопку другое приложение, экстренный вызов на установленный номер по трехкратному нажатию на нижнюю кнопку есть, круглый AMOLED-дисплей имеет размер 1,47 дюйма, разрешение 480 на 480 пикселей. Анимация приятная, как и скроллинг. Яркость дисплея 600 нит, что круто. Яркости будет достаточно всем, автояркость работает корректно, время до отключения экрана 5 минут, Always On Display работает по расписанию, на выбор есть 4 стиля AODA, а также есть циферблаты со своим AODом. При накрывании экрана рукой он гаснет, что прям вау. Функция всегда включенный экран, максимум до 5 минут. Экран можно разбудить двумя касаниями, разблокировать часы шестизначным паролем, свайпы у часов стандартные, настроить или изменить количество виджетов возможность есть, что хорошо. Меню имеет два варианта отображения, сеточка и список. Много предустановленных приложений, включая измерение температуры кожи, менструальные циклы, погода, приложение для карт Alipay, но у меня добавить карту, к слову, не получилось, что, наверное, неудивительно. Хотя, я думаю, умельцы найдутся. В меню есть и другие приложения, но только они для Китая. Интерфейс у часов Mi UI Watch версия 1.0, Bluetooth версии 5.2, можно подключать Bluetooth наушники, есть модуль Wi-Fi для подключения к сети, есть NFC, но он бесполезен пока в РФ, опять же, для меня. Тренировки режимов более 100 штук, есть автоопределение тренировок, как и отслеживание плавания. Есть модуль GPS, местоположение определяется до 10 секунд, во время тренировки можно пользоваться плеером. Также можно включить интервальную тренировку и напоминания. На входящий звонок можно ответить или сбросить его. Вибромоторчик хороший, силу вибрации настроить можно. Уведомления приходят моментально, иконки приложений, как и смайлы, отображаются. Аккумулятор имеет емкость 500 мАч, полностью заряжается за 1 час 41 минуту. В режиме без тренировок, без звонков, без измерения кислорода в крови и уровня стресса, но с измерением пульсов, сна и включенным AODом часы прожили почти 6 суток. Это неплохой результат. За ночь в таком режиме работы уходит 3-4% заряда. В интенсивном режиме со всеми возможными измерениями часы прожили 3 суток. Есть быстрая зарядка часов. 10 минут подзарядки дадут вам примерно 1,5 дня работы. Водонепроницаемость 5 атмосфер позволяет заниматься в них плаванием без проблем. Приложение для управления часами все тоже Mi Fitness. Все страницы приложения я показывал в отдельном обзоре. На эти смарт-часы можете посмотреть тоже, как и на остальные, по ссылке в описании. Минусы: интерфейс на русском языке отсутствует, что логично, но неприятно. Только английский из тех, что можно понять простым людям, не изучающий китайский. Нельзя загружать музыку на часы, в фоновом режиме может работать только таймер, мультизадачность урезанная, нельзя подключать Bluetooth пульсометр, нельзя загрузить свой маршрут на часы, во всяком случае пока нет быстрых ответов на звонок, нельзя ответить на уведомление, нет поддержки eSIM, голосовой ассистент на китайском не будет востребован, многим, я уверен. Секундомер не работает в фоновом режиме, хотя у кого-то работал, как я читал. Тут, наверное, от прошивки зависит или от того, как она встала. Но внешка будет для кого-то основным критерием для выбора именно этой модели, я уверен. Ну а крутящееся колесо — топчик. Второе место моего топа — это Xiaomi Amazfit GTR 4. К плюсам данных часов я отнесу обширный функционал, приятный дизайн, удобный интерфейс, измерение пульса, SPO2, уровни стресса в автоматическом режиме, мониторинг сна, включая дневной сон малой продолжительности, возможность подключить спортивные аксессуары для тренировок, загружать музыку и в перспективе маршруты. Часы весят с ремешком 55,6 грамма, ремешок быстросъемный, втор каучука размером 22 мм. Есть 4 цвета корпуса на выбор, корпус выполнен из алюминиевого сплава и пластика, сборка часов хорошая, претензий к ней нет. Сзади на крышке расположены 2 контакта для зарядки и датчик мониторинга здоровья. Из датчиков на борту датчик пульса SPO2 биотрекер PPG версии 4.0, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, барометр, высотомер, датчик внешнего освещения. Уровень кислорода в крови часы измеряют только в состоянии покоя, как у остальных часов. Пульс мониторят автоматически или вручную. Сон часы отслеживают в автомате. Также есть функция отслеживания дыхания. Дневной сон часы не пропускают, мониторят без ошибок. График довольно удобный, как на часах, так и в приложении. Также на борту есть динамик, микрофон и 2 функциональные кнопки. Верхняя кнопка колесика при долгом нажатии вызывает голосового помощника, который поддерживает английский язык. Да и в офлайне он может работать. Кроме этого, на данную кнопку можно повесить любое действие из доступных. Перемещаться по меню можно с помощью прокрутки верхней кнопки. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам, и ее тоже можно переназначить на любое вам действие. Круглый AMOLED-дисплей имеет размер в 1,43 дюйма и разрешение 466 на 466 пикселей. И защищен он закаленным стеклом с олеофобным покрытием. Плотность пикселей стандартная, практически 326 ppi. Яркости дисплея достаточно, автояркость срабатывает шустро. Скроллинг плавный, без рывков. Интерфейс у часов на русском языке. Максимум включенный экран может работать до 30 секунд. Есть
полноценный ООД с 5 видами заставки, есть возможность установить блокировку часов, установить режим «Не беспокоить», режим сна и так далее. Есть магазин с приложениями и циферблатами, их там достаточное количество. Свайпы стандартные для смарт-часов, останавливаться на них смысла не вижу. Виджеты и панель быстрого доступа можно настроить прямо с часов, за что спасибо. В меню есть система оценки здоровья Pi, также из интересного есть функция измерения одним касанием, есть телефон, список контактов с последними вызовами и даже панель с цифрами для вызова. Также будильник, секундомер и таймер способны работать в фоновом режиме. Из интересного есть плеер, на котором можно переключать треки на смартфоне или загружать через приложение музыку на сами часы. Есть также Bluetooth-кнопка, она у меня не заработала, к сожалению, в отличие от других пользователей. Опять же, думаю, у меня глюк какой-то был у системы. Еще в настройках можно настроить функцию утренние новости, что удобно. Часы имеют оболочку ZEP OS версии 2.0, в стоке доступно 2,39 гигабайт внутренней памяти. Bluetooth версии 5.0, что странно. Можно подключать как наушники, так и Bluetooth датчик CSS, по крайней мере, мой Polar H10 подключился. Есть поддержка Wi-Fi на 2,4 ГГц, более 150 спортивных режимов вшиты в часы, включая отслеживание плавания. Во время тренировки можно использовать плеер, включать интервальную тренировку, режим бега по треку и еще некоторые полезные функции. Распознавание активности срабатывает хорошо, оно поддерживает 8 видов спортивной нагрузки. Двухполосный GPS поддерживает 6 навигационных систем позиционирования, местоположение часы определяют максимум до 3 секунд, прямо топчик. Звонить часов можно, как и принимать звонки, но происходит это по Bluetooth. Есть быстрые ответы на звонки, уведомления приходят моментально, отвечать на смс можно только заготовками, но это больше, чем у других смарт-часов. Смайлики отображаются, но не все. Вибромоторчик неплохой, аккумулятор на 475 мАч заряжается полностью за 2 часа 3 минуты. Долговато, правда? За трое суток у меня ушло 60% заряда со средним использованием часов, но с включенным мониторингом здоровья и включенным Always On дисплеем. Время автономной работы хорошее, плюс можно настроить устройство, чтобы экономился заряд аккумулятора. Водонепроницаемость у корпуса 5 атмосфер, можно спокойно купаться или заниматься плаванием в пресной воде. Управлять часами нужно из приложения ZEP на русском языке. Все страницы настроек приложения и возможные функции вы можете посмотреть в отдельном обзоре по ссылке в описании. Есть магазин с приложениями и циферблатами, синхронизация с приложениями Strava и Adidas Running в наличии. Минус: у меня не получилось загрузить свой маршрут в часы, хотя на официальном сайте такая возможность указана. Нет eSIM, нет NFC, нет возможности настроить силу вибрации, ну а в целом это отличные смарт-часы, которые имеют множество функций, настроек, корректно работают и имеют отличный внешний вид. Первое место моего топа сегодня это Huawei Watch GT3 Pro. Притом я не амбассадор, не ангажирован, это просто отличные часы. Телефоны Huawei, повторяюсь, никому не покупать, потому что у них старые процы, старые технологии, они все оверпрайснутые. Everybody lies, никому не верьте, а вот аксессуары, что часы, что наушники. Плюсами лидера сегодняшнего топа являются премиальный дизайн, качественные материалы, отличная автономность, измерение ЭКГ, перманентного пульса, кислорода в крови, температуры кожи, мониторинга уровня стресса и сна, водонепроницаемость, GPS-навигация, более 100 видов тренировок, титановая поворотная кнопка. Весит часы с ремешком, ого-го сколько, 84,5 грамма. В продаже есть две варианта версии смарт-часов, титановая и керамическая. Корпус часов из моего обзора изготовлен из титанового сплава и сапфирового стекла. Ремешок из фтороэластомера. Все выполнено на высшем уровне. На правой стороне расположена кнопка поворотная и одна обычная кнопка. Причем прокручивание сопровождается приятной вибрацией. Также на корпусе есть динамик, микрофон и датчики наблюдения за здоровьем. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, магнитометр, барометр и датчик температуры. Круглый AMOLED-экран титановой версии часов имеет размер 1,43 дюйма и разрешение 466 на 466 пикселей. Яркости у экрана хватает, автояркость работает корректно. Спящий режим максимум 20 секунд, функцию, при котором экран не гаснет, можно настроить максимум до 20 минут. АОД есть полноценный, циферблатов в магазине приложений достаточно. Также можно выбрать, что именно будет загораться на экране при поднятии запястья, АОД или главный экран с циферблатами, что очень удобно. Для безопасности можно установить шестизначный пароль или воспользоваться функцией, при которой уведомления будут приходить, если часы одеты на запястье. Свайпы стандартные для всех практически часов, без глюков. Меню виджета можно настроить под себя. Из интересных пунктов я отмечу лактатный порог, ЭКГ, измерение температуры кожи, приложение Healthy Living, удобное для выработки полезных привычек. Также из интересного есть активность, дыхательные упражнения, контакты, которые можно добавить через приложение. Также есть возможность управлять музыкой, как и воспроизводимые со смартфона, так и загруженные на часы. Также есть барометр, компас, погода, секундомер и таймер с возможностью работы в фоновом режиме. Еще на часах есть приложение кошелек, в котором есть список поддерживаемых в России банков в приложении Huawei Pay. У меня, к сожалению, не получилось заставить данную функцию работать, возможно, у вас получится. Очень многие пишут, что нужно правильный банк, не буду рекламировать после этого правильную карту. Друзья, завести сюда карту можно, но не факт, что тот банк, который вам необходим, будет рядом с вашим
вашим домом либо в вашем городе. Так что не обольщаемся. Также в настройках в часах можно подключить Bluetooth наушники, нагрудный пульсометр, датчик скорости, каденса и датчик мощности. Операционная система на часах Harmony OS загружена более 100 видов тренировок практически на любой вкус и цвет. При отслеживании плавания часы могут отображать глубину и длительность погружения. Автоопределение тренировок на борту, GPS-модуль на борту, местоположение часы определяют быстро. Во время тренировки можно пользоваться музыкальным плеером, включать разминку, воспользоваться навигацией, вернуться, включить обратный маршрут или вернуться к исходной точке по прямой. Есть встроенные курсы тренировок, а через приложение можно загрузить свои курсы и план тренировок. В целом, настроек просто море, кислород в крови, сон, уровень стресса, измерение температуры работает перманентно, все виды сна часы измеряют без погрешности, ЭКГ часы измеряют довольно точно, и для справки эта функция полезна, как по мне, но помним, что есть Huawei Watch D, и я считаю, что они единственные, но опять же в конце расскажу, которые стоит по поводу ЭКГ приобретать. При входящем вызове есть возможность ответить на звонок, включить беззвучный режим или ответить на него. Есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать быстрый ответ. Разговаривать через часы можно, микрофон работает хорошо, вибромоторчик работает четко, силу вибрации настроить можно. Уведомления приходят моментально, отвечать на них можно заготовками или смайлами. Иконки приложений, как и смайлики, отображаются. Полностью часы заряжаются до 2 часов. Есть поддержка беспроводной зарядки. Автономность при интенсивном использовании составляет не более 5 суток. За одну 30-минутную тренировку с GPS уходит примерно 7% заряда. Водостойкость класса IP68 и 5 атмосфер позволяет вам спокойно в них плавать. Хоть дайвингом легким занимаетесь. Настроить часы позволяет приложение Huawei Здоровье. Полное описание настроек, повторяюсь, в обзоре. Минусы: на часах не отображается график сна, NFC работает не во всех регионах, да и завести оплату пока мало у кого получилось. Отсутствует eSIM, и это минус, ну и за их цену хотелось бы рамку вокруг экрана поменьше, и в целом с таким внешним видом, функционалом и с возможностью многократного мониторинга здоровья они топ. И единственное, что меня пока отталкивает, это цена. Хотя за эту цену можно купить приличный телефон. Вне сегодняшнего топа я поставил бы Huawei, это Huawei Watch D. Выделяются эти данные часы из общей массы тем, что они реально измеряют ЭКГ. Это первые часы от Huawei, которые измеряют ЭКГ, и весят они 90 граммов. Там реально Маджета, притом 2 размеров в комплекте. Bluetooth версии 5.1, 70 тренировок, и в общем все как у всех. Там 326 ppi экранчик на 1,64 дюйма. Обязательно посмотрите на них обзор, если вас интересуют прям не спортивные, а медицинские часы. Хотя еще раз повторяюсь, что для того, чтобы следить за здоровьем, которое уже подшатано, лучше приобретать не часы, а что-то из разряда медицинской страховки. Потому что измерять давление, если у вас есть какие-то проблемы, нужно спецприборами, соблюдая все условия, а после консультироваться с врачом. Резюмировать хотел бы я довольно просто. Здесь нет Самсунгов и Яблока, обзоры на них обязательно будут, но те деньги, которые они за свои часы требуют, я считаю, что просто какой-то оверпрайс. Вы можете написать мне: Саня, почему не Яблоко Ультра, почему не Samsa 5 Pro? Ну, посмотрите цены и ответьте сами на этот вопрос. Я не могу, когда OnePlus 10T стоит столько же, сколько часы, вставлять их в топ. Вне зависимости от того, был ли бы у меня обзор сегодня или вчера, или уже был до того, как вы топ увидели, я такие часы в топы вставлять не буду. Это уже ненормально. Они, по идее, должны делать дешевле, с большим функционалом, а не дороже. Всем, кто посмотрел обзор, огромное спасибо. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Смотрите мои старые топы, подписывайтесь на телеграм-канал скидок и взаимопомощи. Приходите на стримы, обсудим новые девайсы. Скоро переберусь к новинкам и буду ежедневно вас радовать. Не какими-то там новостями, а реально железками, которые у меня в руках, которые вот-вот-вот вышли. Я, во всяком случае, на это очень надеюсь. Всем девайсам из данного топа добра и удачи вам, дорогие друзья.